Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Если у вас остались желтки, не беда. Давайте приготовим с вами сегодня настоящую итальянскую пасту тортеллини из шпинатного теста. Обязательно приготовьте. Я вам желаю удачи на кухне. Начнем приготовление. Добавляем муку. Она у меня уже просеянная. Здесь у меня 250 мл. Будем считать за 1 стакан. Вторую такую же чашку. И половинку. Делаем углубление. Я добавляю 5 желтков, у меня оставались. Я готовила десерт. И еще добавляю 6 желтков. И добавляю еще одно яйцо целое. И желток, и белок вместе. 300 грамм шпината, промытого и подсушенного. Мы отправляем сейчас в измельчитель. Сюда же добавляю чайную ложку соли, 1 чесночок и где-то 1 столовую ложку оливкового масла. Нам нужно хорошо измельчить. Добавляем еще и также прокручиваем. Все 300 грамм измельчили. Посмотрите, вот такая масса получилась. Очень много жмыха. И мы сейчас должны пропустить через сито. Вода здесь не добавляется. Это тесто для пасты. Вот достаточно той влаги, которая есть от шпината. И сейчас вот так вот жмых. Можете добавить его в начинку, можете не добавлять. Как раз в этом жмыхе вся клетчатка. Одно яйцо потом добавим, немножко овсяной муки и сделаем оладушки. И начинаем замешивать тесто. И сейчас уже лопатку освобождаем и вымешиваем тесто. Буду вымешивать руками. Тесто должно получиться крутое. От объема яиц тоже многое зависит, поэтому муку будем добавлять. Муки не хватает. Еще добавили половиночку. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. И сейчас на стол минут 5 будем его вымешивать. Немного еще муки. Все, тесто готово. Надо ему дать отдохнуть. Пищевую пленку. И дадим минут 10 отдохнуть. 3 большие ложки столовые рикотты. Или можно пастообразный творог. Но так как у нас итальянская паста, поэтому я кладу рикотту. Добавляю 1 ложку большую. Крем-чиз у меня Филадельфия. Все хорошо смешиваем до однородного состояния. Сюда же добавляем 1 желток, совсем чуть-чуть соли, 1/4 чайной ложки черного молотого перца, 1 чайную ложку сверху пармезана тертого. И сюда же натираем на мелкой терке 1 зубчик чеснока. И все хорошо перемешиваем. Начинка наша готова. Вот такая она получается. Не жидкая, но и не сильно густая. Очень нежная начинка получилась. Еще добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Свежевыжатого. Все хорошо смешиваем. Готово. Будем готовить итальянскую подливу из черри помидорок. Просто нарезаем их на половинки. Они сладкие, с нежным кисловатым вкусом. Идеально будут для наших тортеллини. Готово. Немного оливкового масла. Слегка присаливаем. Немного добавляем перчика. Совсем чуть-чуть. Долго обжаривать не будем. Минут 5 достаточно. И сюда же добавляем чесночок. И в конце добавляем немного орегано
либо сушеный базилик. Снимаем с огня. Чтобы удобно было катать, тесто достаем из пленки и делим на две части. Тесто прекрасное просто. Скатываем в шар. Одна часть пока полежит, отдохнет под пленкой, а вторую часть начнем сразу раскатывать. Каждую манипуляцию с тестом хотя бы минут 5 нужно дать полежать тесту. Накроем, дадим минут 5-10. Одно тесто откладываем в сторону. Оно пусть отдыхает. А со вторым тестом начинаем работать. Подпыляем все хорошо мукой и начинаем раскатывать, как мы обычно раскатываем на пельмени. Из такого теста любую пасту можно готовить. Здесь, конечно же, очень много желтков. Тесто изумительное получается. Но вы скажете, что оно дорогое, конечно же. Ну вот так готовится итальянская паста. Равиоли, тортеллини. Мы не так часто готовим, но любим готовить. Нам очень нравится именно шпинатное тесто и из капусты кейл. Очень красиво получается. Вы напишите, знаете ли вы такое тесто. Я буду готовить, обязательно вам покажу рецепт. Пельмени получаются просто изумрудные, очень красивые. Проходимся и по краю, и в центре. Тесто не должно быть толстым. Должен быть баланс между тестом и начинкой. Так, тесто у нас готово. Проходимся контрольно, смотрим, одинаковая ли толщина. И кастрюлю с водой уже на газ я поставила на большой огонь. У меня вырубка 7,5 сантиметров в диаметре. И начинаем вырезать сочни. Когда работаем с тестом, не должно быть дома сквозняка. Тесто очень быстро заветривается, особенно если оно на желтках. И сейчас вот так вот перекладываем чешуйкой и начинаем лепить. Доску подпыляем мукой. Сюда будем выкладывать заготовки. Выкладываем начинку. Слишком много не нужно, чтобы на края не касалось. И вот так защипываем. Вот такая красота у нас получилась. Хорошенько проходимся. Вот так пальчик указательный и соединяем. Скрепляем хорошенько, так чтобы не попадала на тесто начинка, иначе они откроются в момент варки. Указательный пальчик добавляете сюда, формируете вот так вот. И у вас уже получается вот такая красивая штукенция. Готовые тортеллини перекладываем на доску, подпыленную мукой. Вода у меня уже закипела, и сейчас идем отваривать. Соус итальянский тоже у нас готов. Осталось только их сварить и попробовать. Присаливаем. Так, чтобы они не приставали, я спатулой вот так немножко их задаю движение. Прикрываем крышкой и варим минутки 3-5. Выкладываем томатный соус. Сюда же наши черри. Итак, дорогие друзья, наши тортеллини готовы. Получились очень вкусные, очень сытные, наваристые, просто великолепные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Оставляйте реакцию в комментариях. Я вам буду очень признательна за подписку. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока на канале «Вкусная еда с Хадиджей».